Никогда не делай этого в Брукхейвен, иначе ты пожалеешь. Досмотри видео до конца, чтобы узнать, о чем я. Это довольно-таки интересное видео, где я наконец-то во всем разобрался и хочу вас предостеречь. Для начала мне нужно сделаться большим, чтобы, ребята, вам все рассказать и показать. Кто не смотрел мои предыдущие видео, мой стрим, где мы вместе с подписчиками разгадывали этот секрет Брукхейвен, который должен куда-то к чему-то привести. И мы наконец-то разгадали это все. И в этом видео я расскажу, что не нужно делать в этом случае, потому что мы очень сильно обожглись. Смотри до конца, ты будешь сейчас в шоке. В Брукхейвен вышло новое обновление, где мы с вами начинаем делать какую-то непонятную дичь, разгадывать то, что нам абсолютно непонятно. И первое, что мы должны были сделать, это взять ключ-карту, пойти к генератору, потом мы включаем там рубильник, и у нас в одной комнате появляется что-то непонятное. Мы сейчас туда идем с вами, и я сделал один интересный вывод. Чтобы вы поняли, о чем я, нам нужно туда зайти. Мы двигаем сейчас вот сюда. Я уже не буду рассказывать, как это все сделать, вы и так прекрасно знаете. Посмотрите сюда. Эта комната, ребята, у нас с секретом. Как вы знаете, тут периодически у нас появляются какие-то координаты. Что это за координаты, непонятно. Мы пытались вместе со всеми подписчиками на стриме пытались это все пройти, и было достаточно тяжело. Мы с вами видели разные координаты, но не получилось, нам не фартануло. Мы ничего не нашли. Мы были в разных местах, в разных координатах, вычисляли их по-разному. В итоге мы научились как бы пользоваться географическими координатами, мы научились их высчитывать, и я в том числе тоже научился их высчитывать. И мы все равно не нашли. Но я уверен на 100%, что мы все рассчитали правильно. Координаты были правильные. Давайте я вам сейчас расскажу. Мы идем с вами в полицейский участок за этой синей картой. Для этого мы идем в эту комнату, потом мы идем с вами наверх, залазим вот сюда. Тут у нас есть секретное место, которое мы пытаемся нащупать, которое довольно-таки тяжело нащупать. Вот, отлично. Мы зашли, потом направо, потом вот сюда, и мы появляемся с вами в Нет, это не туда, черт, я вообще уже заблудился. Обратите внимание, у нас эта комната неспроста так обставлена. Неспроста у нас, например, находится здесь фотография. Это что-то нам означает. Плюс вот этот, ребята, гляньте на вот этот кусок. Этот кусок похож на арматуру, которая у нас в люке. Если мы сейчас подлетим вот сюда, да, вот оно похоже по размерам на арматуру в люке. Но я, конечно, не уверен. И что мы делали? Мы с вами брали эту ключ-карту. Мы двигались с вами к генератору, который у нас находится недалеко от этого озера. С помощью этой ключ-карты мы с вами включали этот генератор, точнее включали какой-то из рубильников в этом генераторе. Если мы отправимся вот сюда, опять к этому генератору, зайдем внутрь, откроем дверь с помощью этой ключ-карты, тут у нас есть вот такая вот табличка, где мы вводим, да, свое имя и включаем вот этот рубильник. Включили, и я думал, что когда мы вернемся с вами в ту комнату, где у нас вот эта вот гравитация, где вот эта вот непонятная зеленая комната, то там у нас что-то происходит, появляются координаты, и мы куда-то с вами двигаем. Но на самом деле, ребята, рычаг вот этот генератор с той комнатой вообще никак не связаны. Вы представляете? Я не понимаю, почему мы все думали, что они действительно связаны, потому что там было что-то про энергию. Если мы сюда залетаем с вами, мы видим с вами координаты, но они появляются независимо от того, включили мы этот генератор, либо выключили. Они появляются постоянно, разное время, включен генератор или не включен, абсолютно без разницы. Поэтому, ребята, мы можем сделать вывод, что у нас здесь, в этой комнате, абсолютно непонятная вещь происходит, и они абсолютно не связаны. Почему? Что тогда связано с этой комнатой, непонятно. Но есть одна особенность. Когда мы врубаем с вами этот генератор, то у нас появляются индикаторы. Индикаторы, которые находятся абсолютно везде. И мне подписчики рассказали о новых индикаторах, которые есть
есть в игре, которые я не находил, и мы сейчас с вами туда приедем. Кто не знает, что за индикаторы, посмотрите мое предыдущее видео. И тут мне рассказали, что уже есть индикатор в пожарной комнате. Где у нас пожарный находится, тут также есть индикатор. Где он именно, я, конечно же, не знаю, я еще не смотрел. Ага, вот здесь, смотрите. Тут у нас индикатор под вот этим столом. И также еще где-то есть индикатор в полицейском участке, по-моему. Поэтому мы сейчас едем с вами в полицейский участок, и там у нас будет еще один индикатор. Так, давайте заходим вот сюда. Он будет под столом. Под каким, я точно не знаю. Вряд ли, конечно, под этим. Скорее всего, в кабинете у главного. Да, смотрите, тут тоже у нас есть вот эта вот зеленая пимпочка. Ой-ой-ой, полицейские камеры нам не нужны. Видите? То есть получается, что да, действительно так и происходит. Действительно так получается, что мы с вами становимся, ребята, свидетелем того, что у каждой структуры, в каждом, ребята, ведомстве, которое находится в этом городе, везде находится этот индикатор. Но я не знаю, относится ли это к чему-то или нет. Но у меня сразу возник вопрос. Да если государственные структуры у нас стоят за всем этим, то мне кажется, что если мы поедем с вами к вот этим вот разбойникам, интересно, в банке есть вот эта штука? Я не знаю, скорее всего, вряд ли. Так, есть тут? А ну-ка, давайте глянем. Нет, в банке нет. Самые главные, кто у нас есть, мэр, полиция и все остальные, они, конечно же, будут об этом всем знать. Но будут ли, ребята, у нас какие-то интересные вещи в этой секретной комнате после того, как мы включили с вами рубильник? И на самом деле, ребята, ничего здесь нет абсолютно. Вот эти вот грабители, которые у нас здесь есть, они абсолютно не связаны с этим генератором. И тут уже начинает немножечко путаница, конкретная путаница причем. Но тут возникает вполне справедливый вопрос. Если этот генератор никак не связан с этой комнатой, то что тогда он связывает и что тогда нам делать? Первое, это то, что этот генератор работает вообще в другом месте. То есть в плане, что этот генератор, который питает вот ту комнату зеленую, да, он находится в другом месте. И вообще там должен быть, мне кажется, не генератор, а какой-то источник энергии. Какой-то источник энергии вне этой цивилизации. Потому что мы видели этот рапорт, который стоял возле этого секретного прохода, что для того, чтобы это все запустить, нам нужна какая-то энергия очень мощная, которая находится вне этой планеты. А второе, ребята, это то, что когда мы вместе с подписчиками искали эти координаты, мы были абсолютно везде. Сейчас я сяду в вертолет и покажу вам, где именно мы были, где мы все исследовали. Там у нас есть два вида координат, которые нам высвечивались. Что мы, ребята, там видели? Мы видели координаты, которые направляют нас в одну точку. Мы сейчас туда с вами летим, я вам покажу. Мы летим в эту точку, куда направляют нас координаты из той зеленой комнаты. И эта точка находится вот здесь. Где-то примерно в этом районе, в районе солнечных батарей. И если мы правильно рассчитали, а мы правильно рассчитали, это просто уже по-другому быть не может, то тут должно было что-то в определенное время произойти. Но мы с ребятами тут все обыскали и ничего абсолютно не нашли. И кажется, что скорее всего тут и ничего не будет. Потом мы увидели другие координаты, и по этим же координатам мы отправились. И они нас привели уже в другую точку, которая по диагонали находится от той точки, где мы были ранее. Но, к сожалению, когда мы туда прилетели, опять же, в это время очень много людей, человек 18, просто следили за всем этим, мы все вместе бегали, но мы ничего не заметили. И в этой точке мы ждали, когда придет время и должно же было что-то произойти. Но ничего не произошло вообще. Мы сделали вывод, что тут есть все-таки два варианта. Либо мы что-то делали неправильно, либо пока что это только начало. И мы ждем обновления в Брукхейвен, которое как раз таки и добавит все, что нам нужно. Поэтому я думаю, ребята, что скорее всего мы с вами пока что ничего не найдем. И мы должны ждать следующее обновление Брукхейвен, где как раз таки уже разгадается эта тайна.